Привет, мои дорогие! Это видео для вас на тему «Любовь и отношения». Здесь можно просмотреть отношения ваши с вашим любимым человеком. Можно представить его запах, его голос, его вообще как личность, а можно ничего не представлять, просто посмотреть, отдохнуть, получить удовольствие от того, что вы расслабляетесь, что вы в хорошем настроении, в хорошем распоряжении духа, а карты то, что нужно, покажут. Такая моя рубрика называется «Три орешка для Золушки». Это мое авторское название и авторский расклад из 3 позиций на самом деле. Но еще будет позиция для вас на отношения, то есть советы на ваши отношения. Да? 3 позиции такие: мысли, чувства и действия мужчины. Но мы будем рассматривать по 3 карты в каждую позицию, потому что это же 3 орешка для Золушки. Мы, девочки, все с вами имеем архетип Золушки, то есть мы, конечно, себя не ценим, мы такие трудяшки и вкладываемся в других людей. И не зря эта сказка, она, наверное, воспитывает тоже такое уважительное отношение к себе. Вы знаете, мне пришла эта рубрика в медитации, и я подумала, ведь не зря меня же называют часто в комментариях «моя дорогая крестная». Правда, меня иногда так называют девочки, кто помоложе меня. Но это для всех возрастов, потому что любви все возрасты покорны. Итак, я буду... карты сами показали себя. Но смотрите, от него будет весточка. Это ласточки, а карта называется птицы. То есть, другими словами, здесь речь пойдет о том, что мужчина хочет с вами встретиться, он хочет дать о себе знать, он хочет общаться, и это общение будет по судьбе. Если у вас нет отношений, я сразу скажу, что здесь может быть вполне возможно, чтобы вот-вот встретитесь. Птицы – это общение, это встреча, это знакомство. Вот-вот вы будете встречаться, знакомиться с разными людьми, и выберете среди них самого лучшего. Тот, который вам больше всего нравится, будет и ваш, потому что по судьбе книга судьбы. Это та судьба, которая счастливая, которая будет у вас обязательно. Это была такая предиагностика. Если карты сами себя показывают, это предиагностика. Еще 2 попарно выходят, сами себя показывают. Ну а вообще здесь клевер и солнце, понимаете? Солнце – это удача, успех, прояснение ваших отношений. Если вы поссорились или воздействие какое-то магическое чувствовали или на себе, или на нем. И если вы чувствовали, что как-то все не идет, то солнце так раз и брызнет свет на вас, и прояснятся отношения, и отношения будут очень счастливые. Потому что солнце – это радость и стабильные отношения. Номер 31 нужно просчитывать как 3 плюс 1, а 3 плюс 1 – это 4. Стабильные отношения на пороге. И радости встреч. Уже были птицы, говорят о радости встреч. Ну а здесь бубен – это, конечно, 6 бубен, это значит скоро, очень скоро будет встреча с мужчиной. Он придет на свидание, он выйдет на связь, он назначит встречу. Если вы, например, поссорились или не могли по каким-то другим обстоятельствам встретиться, встреча обязательно будет. И это прояснит все между вами, сделает ваши отношения радостными, солнечными, счастливыми. Ну, клеверы – это же удача, а солнце – это вообще 1000 раз сильнее удача, потому что солнце делает все живым, и ваши отношения возобновятся, станут живыми опять. Вот так, девочки мои дорогие, мальчики. Всех возрастов, кстати. Сейчас я буду говорить от лица женщины. Мальчики, не обижайтесь, но вас тоже касается, просто нужно все поменять. Наоборот. Это классные очень карты. Ленорман. И мы смотрим. 3 орешка для Золушки. Мы его будем сейчас раскусывать. Раскусываем вашего мужчину. Смотрим, какой он на вкус. Это его мысли. Смотрим, какой он на вкус. Это его чувства. И это его действия. А также будет для вас 3 совета. 3 орешка для вас тоже. 3 орешка. Посмотрим вашу будущую жизнь. 3 совета. Совет номер 1. Карты дают очень дельные советы. Это совет прямо с первых рук от Вселенной. Так что. И 3-й совет.
Если нужно будет, я имею под рукой карты, мы можем дополнять. Ну что ж, все готово, начинаем. Его мысли. Тяжелые мысли. И эти две карты опять вышли. Видите, они не зря себя показали. Это просто удивительно, как карты гадают. Ну что ж, он стремится к встрече. Ему тяжело без вас. Он скучает без вас. Карта коса иногда... Коса, наверное, тоже здесь есть, в духе. Я говорю, если я сказала какую-то карту, потому что я же читаю канал света, который приходит в раскладах. Сказала какую-то карту, которой нет, это она в духе. Карта коса, значит, есть, да? Коса говорит сразу о магическом воздействии, хоть ее здесь и нет. Но коса вместе с горой говорит о серьезном воздействии. То есть на мужчине было воздействие, поэтому он себя никак не проявлял. Понимаете, он делал все неправильные выводы, потому что он не управлял своим сознанием. Им управляли. Вот и все. Он находился под чьим-то очень серьезным влиянием. Кто-то им управлял его сознанием. Но ведь карта Солнца говорит, что это управление сходит навсегда, потому что Солнце говорит, что сейчас он освободился, очистился от потустороннего чужого влияния. Здесь, чтобы его было видно, дорогого нашего, да? Он освободился от потустороннего чужого влияния. Солнце – это освобождение, и с ним будет встреча. Он сейчас, вот это мысли его, он сейчас планирует с вами встречу. Что у него в чувствах? Плетки. Ну, это очень хорошо, когда в чувствах плетки. Я намекаю, вы знаете, что такое плетки, что касается спальни, да, повторяющиеся движения, вы поняли, да? То есть близость, другими словами. Вот, семейная карта, потому что трефа, так что с ним будет семья, если пока еще нет. Здесь тоже выходит очень интересная карта, потому что это карта гроб. Чем она характерна? Это страхи, это его страхи. Мужчина волнуется, он переживает, он не знает, что ему делать. Он находится в каких-то страхах. Почему он находится в страхах, я вам скажу сразу. Давайте добавим на карту гроб, посмотрим, что это конкретно за страхи у него есть. Я же сказала, что карты под рукой могут пригодиться. Что конкретно страхи? Понимаете, тут ведь не только страхи, те, которые он понимает, те, которые он тоже не понимает. Ну что карта тучи говорит, что страхи, которые он не понимает, сам не знает. Ну смотрите, он опять же боится, что им будут управлять. Вот медведь, гроб и тучи. Он боится, что им будут управлять. Кому-то это нужно. Кто-то держит мужчину в зависимости. Он находится под каким-то очень сильным давлением, потому что здесь гора, тучи, кто-то затуманил ему мозг, и гроб. Кто-то хочет его удержать, кто-то хочет сделать ему больно, кто-то хочет вам сделать больно. Кому-то это нужно. Кому-то это нужно. Может быть, это на работе, потому что плетки тоже могут это знать. Или с тем, с кем он, может быть, недавно ссорился и ничего не мог доказать. Это могут быть кто-то из семьи, вплоть до родителей, его бывшая, его дети, если они уже подростки. Кто-то поставил замок, кто-то его привязал. Имя страхами держит. И он нервничает. Плетки, тучи, нервничает. Но бой этот неравный. Он сильнее. Ваш мужчина сильнее. Он победит. Он не хочет выполнять условия этого человека. Его действия, посмотрим, это интересно. Ну вот коса, она таки вышла, я же говорила, что она уже была на столе. Она уже была, когда я слово коса сказала, вы были свидетелями, да? Коса аисты. Коса идет от аистов, не на аистов, а от. Вообще в Ленорман направление важно, и это значит, что эти злые языки уйдут из ваших отношений. Аисты – это ваши отношения. Будут перемены в отношениях. Книга очень хорошая карта. Он будет действовать в ваших интересах. Книга аисты. Он будет действовать решительно, коса. Он будет действовать решительно, и он будет действовать полностью в ваших интересах. Мужчина настроен очень серьезно, и этот раз он настроен резко. Он просто уже надоело ему, он разозлился на эти помехи, и он нашел вот эту возможность, теперь обрел себя.
Он ушел от этих, может быть, прошлых отношений или от этого влияния и увидел перспективы на нормализацию ваших отношений. По судьбе книга и аисты, по судьбе с вами у него семья. Если еще нет семьи, будет. А если есть, и кто-то вмешивается, это могут быть не люди, это могут быть даже такие обстоятельства, как, например, работа неудачная, не хватает денег, какие-то жилищные условия бытовые некомфортные. Теперь время перемен, аисты. Все будет очень быстро меняться, коса аисты. Эта информация, которая сейчас приходит ко мне, она идет просто из потока. Да, была борьба, да, были сложные отношения, гора сложные отношения. Да, сердце, может, было разбито ваше полностью, но сейчас Вселенная вам помогает. Интересно, да? Посмотрим теперь вам 3 совета, 3 орешка для вас. Первый орешек, первый совет. Итак, посмотрим первый совет. Крест, развилка и звезды. Вот смотрите, тяжесть есть. Развилка, потому что долго были сомнения, долго вы не понимали, что с ним происходит. Мужчина находился под влиянием других людей, и вы, наверное, скорее всего, тоже. Может быть, он находился под влиянием своей родни, вы находились под влиянием своей родни, классический вариант, так называемый, да? Или же был треугольник, что-то было непонятное для вас и для него. Почему это все произошло? Так сложились звезды, можно сказать, да, звезды. Он видел перспективу, потому что звезды перспектива в том, чтобы этот тяжелый крест пронести с достоинством. Он видел вот это все напряжение, что вам и ему мешало, как какой-то крест, который якобы кармический, якобы ему нужно нести. Он не понимал, что его просто можно сбросить с себя, решить раз и навсегда. Здесь он решает, карта медведь. Он решает в вашу пользу, решает раз и навсегда, и сразу становится легче. Вам этот первый совет говорит: не нагружайте себя понапрасну. Вы получили полное право жить счастливо, потому что звезды – это когда вы живете счастливо. Вы сильнее, за вами победа, звезды. Вы побеждаете здесь негативное влияние, потому что развилка и крест – это негативное влияние. Это может быть кладбищенская магия, это могут быть любые преследования врагов. Да, сложные отношения, крест – сложные отношения, развилка – непонятки, качели, постоянные непонятки. И эта победа за вами точно будет. Может быть, она вам досталась и дорогой ценой, потому что крест – это, знаете, дорогая цена, да, как вот цена Христа, здесь намек на Христа, то есть дорогая цена. Но теперь руки ваши развязываются, потому что развилка, когда открывается что-то, не обязательно закрывается. Закрывается то, что вам уже не нужно, то, что от себя отжило и для вас не конструктивно. Открываются дороги. Другой совет. Второй орешек для вас. Орешек для Золушки любимой. Змея, дерево. Ну, это, конечно, родственники, да? Это вот такие цепи родственные. Родственные цепи. Вам нужно сделать рывок вперед, потому что карта ребенок – это прорыв, это новое что-то, это свежее что-то, ветер перемен, это как солнце. Это как 31-я карта солнца, так 13-я карта. Вот смотрите, солнце 31-е, а 13-е от солнца наоборот, то есть тоже солнце, новое солнце, прорыв. Вы победите всех соперников, вы победите всех врагов. Но здесь не так соперники, как просто злые родственники проходят. Понимаете? Вот это свежий ветер, свежая жизнь, ребенок. Для некоторых это новые отношения, вопреки родственникам. Здесь открываются новые факты, ребенок. И вы побеждаете каких-то недоброжелателей. Четко их побеждаете, полностью сходит любой негатив. Сходит негатив. Тяжесть была, сердце было разбито. А теперь новое сердце. Для многих это новые отношения или по-новому будет по-новому развиваться между вами. Понимаете? Побеждаете этих врагов. Третий орешек для вас, для Золушки. Смотрите, какие карты, как на подбор. У нас здесь рыцарь или же всадник.
это всегда хорошие новости, потому что червовая масть, девятка червовая, исполняет желание в любви. И у вас важно, как я сказала, направление карт, и всадник идет на карту кольцо. То есть мужчина предложит вам либо жить вместе, либо жениться. Если уже женаты, мужчина предложит помириться. Мужчина предложит продолжать отношения, но уже на новом, более серьезном уровне. Это встречи, это знакомство для тех, кто еще не знаком. Это хорошие новости. Это подарок от мужчины. Он готовит вам какой-то сюрприз, он готовит вам подарок. Всадник идет на кольцо. Новости о подарке, новости о сюрпризе. Может быть, он квартиру купил, выплачивает сейчас для вас. Он что-то делает вам приятное. Он улаживает все те отягощающие обстоятельства, которые раньше его пугали. Но сейчас он вышел из негативного влияния. И он готовит для вас сюрприз. Третий орешек, самый лучший, самый вкусный. Здесь рыбы – это новости о том, что у него будет больше денег, что у вас будут средства для вашей пары. Рыбы, конечно, это не только деньги и средства. Это тоже любовь. Рыба – это любовь. Мужчина выйдет на связь, скажет, что любит, что теперь уже все будет лучше, все будет по-другому. Здесь восторжествует справедливость. Полностью восторжествует справедливость. И сама Вселенная с вами, ангелы-хранители, выведут вас на дорогу счастья. Реальная жизнь, реальное время. После всех горечей, которые вас не согнули, здесь и крест, и гроб есть, да? После всех этих горечей, тяжелой жизни, слез, которые раздирали вашу душу, после всех этих горечей, Вселенная даст вам награду. Это любовь, это порядочность мужчины, это его полная порядочность. Это очень хороший расклад. Никто больше не будет управлять ни вашим, ни его сознанием. Это перспективы на развитие отношений, нормализация. Вот я бы сказала по этим картам, нормализация ваших отношений, потому что это самые лучшие карты в колоде. Отношения полностью нормализуются. Вот это самое главное вам нужно знать из этого расклада. Да. Хотела сделать экспресс-расклад, так и сделала экспресс. И посмотрите, какой у вас итог. Рыбы, кольцо и всадник. То, что будут встречи, это однозначно. То, что будет продолжение отношений, это однозначно. То, что мужчина вас любит и готовит для вас какой-то сюрприз, это однозначно. И я в вас уверена. Я знаю точно, что вы будете обязательно счастливы. А еще я знаю точно, что мы с вами скоро и очень обязательно увидимся. До новых встреч, мои любимые!